Мы недавно объявили такую акцию, наверное, да, можно сказать, что мы удаляем татуировки на лице бесплатно. В целом нам интересна просто история возникновения таких татуировок, ну и в целом помочь в удалении их, в исправлении. Поэтому расскажите немножко, как давно появилась татуировка на вашем лице? Я так понимаю, она совместно появилась вместе с татуажем бровей или это были отдельные вещи? Так, ну давайте по порядку. Делал мастер, мы познакомились очень-очень давно. Он сначала начинал на дому, вот, и потом так задружили. И когда он начал заниматься именно перманентом, ну это тогда в то время было сложно назвать перманентом, вот, мы попробовали сделать брови, потому что свои у меня плохо росли, как бы хотелось не красить, в общем. Вот, и сделали такую неформальную, потому что, ну, я еще, наверное, со школьных времен ходила, у меня был типа шрамика на брови, вот, и мы так сделали. Тогда нравилось, было интересно, сейчас, конечно, это уже все устарело. Вот. А татуировка появилась гораздо позже, в 2014 году, вот, когда в связи с беременностью долго не получалось ничего с собой делать, вот, накопилось, и потом, когда все-таки вышла в люди, так сказать, захотелось что-то изменить, посмотрела майамские чернила, все понравилось у Кэт Фон Ди, была поклонницей, мужа уговаривала, он долго сопротивлялся, но все-таки у него там мало получилось. Вот, и сделали вот такие звездочки. Сначала были звездочки, а потом сверху добавили кружево. Белым цветом. Да. Прошлись белым, но со временем он стал желтым. Пожелтел все-таки, да? Ну, на самом деле, да, это такая проблема, которая вот именно у белых татуировок, у диоксида титана, который используется в белилах, действительно, он под светом, под солнечным светом, он реально желтеет, меняет цвет, хоть там и говорят, что нет, но все равно там проходит несколько лет, он, конечно, меняет оттенок. А как пришло, ну, я просто не знаю, ну, как бы разрыв в брови, в общем-то, да, то есть это вот прям, ну, просто это... Ну, я всегда хотела как-то выделяться, наверное. Ну, на самом деле прикольно, в общем-то, смотрится, вот. И сейчас, в общем, сейчас решили расстаться и с татуировкой, да, время прошло, годы идут, как бы мама двоих детей, хочется более что-то уже натуральное. То есть серьезный татуаж сделать уже. Серьезный татуаж. То есть широкие брови, модные, все красиво. Нет, только не эти широкие брови. Более что-то такое. Естественно. Да. Вот. Ну, кстати, могу сказать из интересного таких бонусов, когда мы удаляем татуаж бровей, то в итоге после нескольких сеансов брови свои растут гораздо лучше. Вот. Это интересный момент на самом деле, потому что иногда в процессе у нас пациентки, которые хотят там себе потом набивать, проходит некоторое время, пока мы удаляем, у них отрастают собственные брови достаточно хорошие, и они как бы передумывают потом делать татуаж. Поэтому, в принципе, такой исход тоже возможен, с учетом, что как бы у вас на самом деле довольно плотно пигмент лежит, нам потребуется ряд сеансов, и за это время, я думаю, у вас еще будет время принять решение, там, будете вы делать себе татуаж или не будете. Смотрю вот на вашу татуировку и действительно вижу там синий цвет, синие звездочки, белый цвет, и здесь у нас есть ограничения, к сожалению. То есть, ну, нам, к сожалению, белый цвет удалить не удастся при помощи неодимового лазера, поэтому мы будем его стараться аккуратно обходить. Вот, поэтому она, к сожалению, с вами останется. Синий-черный цвет, это звездочки, мы их обработаем, то есть они явно посветлеют, и останется бледно-голубой цвет. Но я надеюсь, к тому времени, когда мы дойдем уже до бледно-голубого цвета, у нас появится уже новая длина волны, это 590 нанометров, и на ней мы сможем поработать именно с синим цветом и доубрать его. Вот, единственное, что делать с белым, ну, наверное, если он вам как-то будет сильно мешать и как-то вот прям захочется совсем от него избавиться, ну, скорее всего, это, наверное, работа для тату-ремуверов, так называемых. То есть это химический способ, но очень аккуратно, очень дозированно нужно будет это делать у хороших специалистов. Вот, потому что как бы лазер, к сожалению, здесь просто ничего не сделает. То есть мы здесь можем только, возможно, ухудшить ситуацию, то есть можем превратить этот диоксид титана в грязно-зеленый какой-то цвет, а потом в бледно-зеленый. То есть как бы вот лучше оставить белым таким, каким он есть, в общем-то, да. Вот. Тогда у меня еще несколько вопросов. Мешает ли жизни, мешает ли работе вообще, как бы, не знаю, там, как всегда, ну, как говорят, да, там, татуировка на лице, все, как бы, там, это бан, там, где-то в работе, какие-то серьезные, там, корпорации, или, не знаю, ну, то есть, вот, как, вы сейчас работаете? Да, я работаю с людьми, и, как бы, наверное, да, мешает. Мешает? Да, лишние вопросы, а зачем, а что это, и иногда даже просят, а попробуйте стереть. То есть думают, что вы испачкаете? Ну, да, тональный крем там на лице или что-то, тушь потекла.
стекла. Вот, поэтому в этом плане да. Ну, а так, конечно, я думаю, что-то сейчас уберем, и потом, может быть, красоту какую-нибудь наведем. Ага, то есть все-таки, а что, на лице хотите что-то сделать еще? Ну, Или хотите исправить? я хочу белое, чтобы было вот как-то вот красиво белым цветом. Ну, еще пока в раздумьях. Понял, хорошо. Ну, конечно, звездочки нужно. Звездочки, да. То есть Кэт Ван Ди уже Да. Наргиз, нет? Вот меня иногда и называют. Не, ну просто как бы по ассоциациям у нее такая большая татуировка достаточно, как бы и на голове там, и сейчас уже не помню, на лицо заходит или нет, но в целом тоже есть. Окей, ну и как бы по моему опыту именно, допустим, всяких там удалений я бы рекомендовал с белым все-таки, наверное, ну, не надо. Вот, потому что реально лицо у нас постоянно на солнце, лицо постоянно у нас на ультрафиолете, и все равно произойдет изменение цвета такое не очень хорошее. У нас было несколько пациентов, которые, одна пациентка интересная была, у нее за 1 лето буквально пожелтел пигмент настолько сильно, что как бы вся красота вообще утратилась. Ну, вопрос это еще может быть, возможно, качество пигментов самих, да, то есть их химический состав, но в целом как бы это было не очень удачное решение. Плюс, можно так еще сказать, мелкие детали на лице крупно не сделаешь, но мелкие детали все равно плывут. Вот, к сожалению, то есть это вот любой татуировщик, я думаю, подтвердит и скажет, что надписи, мелкие какие-то там вот кружева различные и так далее, они в итоге все равно подплывают и выглядят в итоге через несколько лет не очень красиво, не так, как задумывалось. То есть когда это свежая татуировка, это будет круто, будет красиво смотреться, но мелкие детали дальше нет. Поэтому любят old school, где жесткий черный такой контур толстый, который даже если поплыл, ничего страшного абсолютно, в общем-то. Окей, хорошо. А дочки ваши вопрос не задают? Что это? Наверное, они уже привыкли, что мама цветная, поэтому они ее видели такую с рождения. Да, ну, в принципе, тоже забавно на самом деле. Расскажу тогда чуть-чуть, как это будет происходить. Это будет не очень быстро. То есть нам потребуется, так как сейчас будет, допустим, первый сеанс, то мы не сможем включать, например, большую мощность вот, лазера, да, чтобы не нанести большую травму и так далее. То есть нам нужно на первых сеансах немножко будет сдерживать себя в воздействии, чтобы не получить осложнение, потому что очень много мы сталкиваемся с последствиями осложнения. Это так, ожоги прежде всего. То есть уже механическая травма просто как бы это совсем некрасивое осложнение, да, когда кровь прям сразу течет. Мы такого точно не делаем. Но есть осложнения в виде, например, ожогов. Вот. Ожоги – это крайне неприятная штука. И для того, чтобы мы этого избежали, особенно на первых сеансах это опасно, да, мы очень аккуратно сделаем. Но, тем не менее, у нас оборудование очень хорошее, очень мощное, поэтому эффекты вы увидите даже после одного воздействия. Нам для достижения эффектов нужно где-то 1,5-2 месяца. То есть мы 1,5-2 месяца сделаем паузу. И за это время постепенно, от недели к неделе, будут наступать ваши эффекты. Вот. Ну, отлично. Если у вас какие-то вопросы, давайте задавайте. Да, вот эти в течение 1,5-2 месяцев, пока я буду ждать этих эффектов, мне какие-то уход нужен какой-то? Нет, вам ничего делать не нужно. Вы ведете свой абсолютно обычный образ жизни, ничего не меняете, точно так живете. То есть, в общем, да, единственное, что в первые, может быть, несколько дней может быть отечность. Отечность, немножко могут даже веки чуток даже как бы немножко отекать и, чуть даже приспадать. Ну, не пугайтесь, ничего страшного, отек пройдет. Мазать, там какие-то шаманские методы применять, там что-то там массировать и так далее, ничего не нужно. То есть живете, как живете. А декоративная косметика? Пожалуйста, повреждение кожи мы не нанесем, мы не будем ничего разрушать. То есть это всего лишь отек, который достаточно быстро сойдет, и дальше вообще никаких ограничений. Рисуйте, там, макияж, тональный крем, пудра, все что угодно. В общем-то, спортом занимаетесь, бассейн, душ, то есть никаких таких ограничений не будет. То есть дальше будет от недели к неделе самостоятельно, после нашего воздействия лазером, будет ваша иммунная система частицы краски оттуда выводить. То есть, грубо говоря, мы лазером дробим пигмент, измельчаем его до более состояния пыли, условно говоря, да, а дальше иммунная система все это поглощает и выводит из кожи. Поэтому нам нужно несколько сеансов таких, когда мы постепенно порциями дробим ваш пигмент и выводим из кожи. Вот. Самый популярный еще вопрос, можно? Давайте. А это больно? Да. Нет, на самом деле я не буду скрывать, это действительно чувствительно, то есть весьма и весьма. Анестезию мы использовать особо не будем, потому что толку от нее сильного такого прям принципиального нет, потому что все равно будут ощущения неприятные, все равно будет дискомфорт. Мы будем использовать в своем процессе охлаждения холодным потоком воздуха, то есть ледяной поток воздуха, минус 20, минус 25, до минус 43, но там в среднем будет минус 25. Вот, дуть прямо непосредственно на зону. Во-вторых, это очень быстро. То есть нам реально, чтобы обработать ваши брови, потребуется секунд 30-40.
Чуть-чуть мы, чуть-чуть. Задержать дыхание. На самом деле, да. Честно говоря, у нас есть специальный там мячик такой, который пупырчатый, вот так сжали и отвлеклись немножко, в общем-то, да, то есть, ну, и немножко легко. Чуть-чуть подольше мы будем со звездочками работать, потому что там нужно немножко будет обходить белый, чтобы на него не заскочить. Но в целом все это займет, я думаю, не больше 2-3 минут у нас. Поэтому это... Ну да, это больно. Ну, что делать? Я, кстати, себе недавно удалял татуировки. Я попробовал. Вот так вот, да. Страна должна знать своих героев. Вот. Блин, это больно, да, я согласен. Но ничего запредельного. Ну, то есть, как бы можно потерпеть, в общем-то, да. Поэтому, в чем что это быстро, это там не на сутки, не на несколько часов пытка, это быстро. Поэтому все будет вполне терпимо. Ну что, пойдем? Приступим. Да. Да? Я сейчас сделаю спусочку, вы попробуйте, окей? Терпимо? Да. Поехали? Да. Поехали? Процедура безболезненная, Да все ладно. прошло. Да ладно. Ну, шарик мне помог. Но немножко потерпеть надо было, чуть-чуть совсем. Вытерпеть 2 часа татуажа, это гораздо больнее, чем 2 минуты полежать, стиснув шарик в руках. Все, ничего сложного. И жалею, что раньше не приехала. Ну, отлично. Сейчас мы видим, ну, у вас на лице просто никаких ран нет, кровь не течет, никаких ужасов нет. Отечность, покраснение. По ощущениям, что сейчас испытываете? Ну, немножко жжение, но слегка. Особо таких вот. Пульсации какой-то, что-то пульсирует брови, нет? Есть Ну, такое немного. ощущение? Немного пульсирует. есть, Но да. в целом все терпимо, все вполне Конечно. легко переносится. То есть мы увидели в процессе прямо, да, у вас как проявился сразу вот тот цвет, который вы пытались перебить холод. То есть вы пытались синеву какую-то забить теплым оранжевым оттенком. В процессе, как только мы лазером стали обрабатывать, тут же проявился оранжевый оттенок. Ну, в целом будем смотреть, как бы, если он будет нам дальше мешать, и когда мы берем холодную составляющую, черный цвет, останется, например, рыжий, то мы рыжий тоже сможем доубрать и изничтожить его, собственно говоря, из кожи. Вот, то есть будем смотреть просто по факту, по результату, который вы будете к нам приходить. Ну, отлично, я был рад с вами пообщаться, мне было очень приятно. Я надеюсь, мы доведем до конца вашу, можно сказать, мечту какую-то, да, то есть ваше желание избавиться от и татуировки, и татуажа, и, в общем-то, да, все у нас получится. Спасибо вот. Супер. большое. Супер.